Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня у меня 9 октября, и я начинаю снимать новый вязовлог. Начну с готовой игрушечки. С момента последнего влога я связала вот такого вот тигрулю. Точнее, он был связан, я его собрала и оформила. Вышила вот так вот полосочки. В этот раз вышивала черной ниточкой. Вот. Обычно я вязала вот таких вот светленьких, а это решила попробовать и связать вот такого темненького. И вышивала не коричневой ниточкой, а черной. А все потому, что начала вязать хвостик с черными полосками. А потом взяла нитку Yarnardges 80, начинаю вышивать, потом смотрю, думаю, что-то у меня с хвостом не сходится. Ну, в общем, получился он с такими темненькими полосками. Животик не делала, решила, ну, в общем, не всем животик пришивать. Мне кажется, он и так хорош. Это тигренки по моему мастер-классу, если вдруг кто-то не знает. Вот. Далее я еще собрала вот этого тигренка. Его я тоже уже показывала в предыдущем вязовлоге, но он был не собран. Вот такой вот малыш получился. Маленький, худенький, с длинным хвостиком. По-своему оформила глазки. В общем, вот так вышила. Сначала мне, конечно, не совсем понравился этот тигренок, но когда я собрала, он, мне кажется, очень даже миленький такой. Ну, хорошенький получился. Хотя такие тоненькие ножки мне, конечно, не очень понравились. Ну, в общем, неплохо. И показала я дочке. Ей тоже он понравился. Несмотря на то, что здесь нет такой вот, ну, как бы стандартной такой белой мордочки. Вот. Это у меня уже 2 игрушечки, которые идут в марафон связать 100 тигрят до Нового года. Далее это у меня, скорее всего, процессы. Я говорила, что буду вязать котят. И у меня как бы они уже связаны, но мне нужно сделать утяжки и вышить носик. Ну, усики я не вышиваю. Мне не без усиков нравится. Вот. Вот такого бело-серого связала с белой мордочкой. Вот такой вот молочно-голубой. Но не знаю, может быть зря я, конечно. Вот такую вот желтую мордочку ему сделала. Хотя не знаю, может быть оформлю и будет неплохо. Этот цвет чуть-чуть ярче вот этого. Ну, в общем, не знаю почему. Я решила, что белый сюда не подойдет. Да, в общем, такая глупая идея была, но все равно. Далее вот такой вот. Здесь у меня 0,5 Yarnardges мордочка. Ну, как-то так. Вот такой вот. Здесь 0,3 Yarnardges. В общем, у меня мордочки у всех разные по цвету. Вот. Вот такой вот розовенький. И сиренево-серо-белый. Ну, в общем, вот такой вот. Хватило меня только на 6 котят. Сейчас вот сниму видео и буду их оформлять. Вроде бы вяжется и быстро, и просто, но... Ну, в общем, хватило только на 6 и захотела связать что-то другое. Если кто смотрел все мои вязовлоги, то вы знаете, что я хочу найти какую-то небольшую схемку тигренка, по которой я смогу связать много тигряток. Пока я, так сказать, ее не нашла. Эта игрушка тоже как бы небольшая, но я хочу, чтобы она еще была меньше. То есть вот такого тигренка я продаю за 500 рублей.
А я хочу какую-нибудь игрушку поменьше. Ну, это, в принципе, по высоте тоже примерно такая. Ну, вот она худенькая, маленькая, и можно даже как брелочек использовать. И вот я примерно такого размера, даже меньше хочу, чтобы она стоила, ну, рублей 300, ну, может быть, даже 250, чтобы всем было доступно и можно было быстро связать, быстро продать. В общем, поняли, просто сувенирчик, такой брелочек к Новому году. Вот, в общем, искала, ничего такого не нашла и придумала, ну, вот примерно такого тигренка. Нарисовала, какого я хочу, чтобы он был вот такой вот небольшой. Так, сейчас я вам скажу. Ну, в общем, где-то 12 сантиметров. Ну, в общем, такой маленький. И у меня связался вот такой вот малыш. Простенькая схемка. Все, как я люблю. Ножки здесь без всяких изгибов. Просто ровненькие. Просто здесь посерединке делаются прибавки, и поэтому, ну, как бы такое расширение идет. Полосочки я вышила. Глазки, как обычно. Но вот мне носик не очень понравился. Я хотела сделать так, чтобы не надо было вывязывать белую мордочку. Но, скорее всего, попробую еще связать такого тигренка, но пришить белую мордочку. Посмотреть, как он будет выглядеть. Или, может быть, перешить носик. Ну, в общем, не знаю, смотрю на него, и как будто бы что-то не так. Здесь я вот такой маленький носик рисовала. Ну, а когда вышивала, какая-то белиберда получилась. Ну, не знаю. Скорее всего, перевышивать не буду. Ну, а там как посмотрим. В общем, у меня получилась эта игрушка цельно вязаная. Хвост я тоже хотела вязать, но так, в общем, завязалось, что его забыла. Хорошо, что оставила длинную ниточку, и получилось у меня его пришить. Вот. И также я здесь вывязала ушки прям из головы. В общем, набрала здесь петельки по столбикам, связала ушко, и вот здесь, конечно, я пришила. В общем, там конструкция такая получилась. Ну, грубо говоря, здесь такой квадратик получился. Я просто уголки сюда согнула и пришила. И вполне себе такое вот ушко получилось. Мне понравилось, что ну, буквально здесь 4 стежочка на голове, да, и все, и больше ничего здесь нету. В общем, получилось у меня воплотить в жизнь, так сказать, схему, в которой минимум пришиваний. Следующего буду вязать, попробую хвостик вязать, не забыть. Вот. И получается у меня вот здесь вот закрытие, ушки вывязанные. Ну, в общем, 4 стежка на ушках, и все, больше ничего нету. Вот такой вот получился малыш, но я когда смотрела на рисунок, то мне показалось, что, ну, в общем, мне хочется, что голова была побольше. Связала вот такого вот тигренка. Из другой ниточки тоже ушки таким же образом вывязала. В общем, одно, конечно, ушко у меня почему-то чуть-чуть больше получилось, но я думаю, это не особо заметно. Ну, в общем, заметно, скорее всего, только мне. Вот. Здесь опять я забыла хвост вязать, его пришивала с вот таким вот изгибчиком. Вот. Но я так и не пойму, нравится мне, что голова вот эта вот побольше или нет. Наверное, уже буду третьего вязать ввязывающимся хвостом. И голову вот здесь у меня на 42 петельки, а здесь на 48. Наверное, попробую на 45 связать, чтобы, ну, чуть-чуть меньше голову сделать, но больше, чем вот это. Вот. В общем, такие малыши.
на вязание полностью, на оформление, на все у меня уходит 2,5 часа. Вот. Доработаю схемку и, скорее всего, буду вот таких вот вязать малышей. Кстати, на вот такую игрушку у меня ушло 14 грамм. У меня был вот такой вот моточек Yarnart Jeans 85 цвета, 50 грамм. И из этого моточка я смогла связать целых 3 тигренка. Вот таких вот 2 маленьких и вот такой вот. Вот, представляете, из одного моточка получается целых 3 игрушки. Мне кажется, шикарный расход. Вот, в общем, вот такие у меня были продвижения. В принципе, больше ничего я не вязала. Понемножку продвигаю свой топ спицами. Ну, а так, пока больше ничего. Кстати, еще хочу спросить. Я здесь у себя по месту нашла цветочный магазин, в котором можно как бы принести на реализацию игрушки. Вот, и я хотела спросить, если у вас есть такой опыт, что вы относили игрушки в цветочный магазин, то напишите, пожалуйста, какие игрушки вы туда относили. То есть это, может быть, большие игрушки, маленькие, из плюшевой пряжи, из хлопковой, зайчики, мишки или, может быть, куколки. Ну, в общем, я хочу попробовать отнести какие-то игрушки, но хотелось бы, конечно, чтобы вы мне подсказали, какие бы игрушки там купили. Возможно, у вас есть опыт реализации в таких цветочных магазинах. Вот. Буду благодарна, если вы мне напишите. Поделитесь, так сказать, своим опытом. На сегодня это все. Буду ждать ваши комментарии. И увидимся в следующем подключении. Пока-пока. Снова всем привет. Сегодня в качестве фона у меня будет вот такая вот корзинка с милыми котятками. Я их дооформила. Вот такие вот малыши у меня получились. Ушки я вывязала немножко по-другому. Ну, в предыдущем видео я уже рассказывала то, что увидела на канале Ирины Кистаевой, что на ушки вяжет по-другому. И, в общем, так сделала. Ну, все их знают. Все, в общем, видели котики-колобки. Думаю, тут особо рассказывать нечего. Вот такие вот расцветочки. И будут они у меня здесь в качестве декорчика стоять. Кстати, этих котиков уже забронировали. Забирает моя постоянная заказчица. В прошлый раз у меня было 3 котика связаны на магазин. Вот. Ну, и я просто думала, предложу ей, покажу, какие у меня есть. И она их забрала. А это уже сама написала, спросила, есть ли котики. Я показала, что есть заготовки. И вот она их забирает. Поэтому получается, что мне нужно снова на магазин связать котиков. Вроде бы как бы хорошо, что покупают, но в какой-то мере мне немножко обидно, что мне приходится вязать одно и то же. И, возможно, вам смотреть будет не очень интересно. То, что у меня из одного видео в другое вяжется одно и то же. Ну, как бы, что вяжу, что заказываю, то и показываю. Опять же, из этой же серии, в общем, то, что нужно, то я и вяжу. Я связала вот такого олененка. Скоро у нас Новый год. И первый олененок, который был у меня связан для мастер-класса, он уже продался. И вот я ему связала замену. Конечно, мне хочется навязать парочку. Да и вообще я хочу все вот свои игрушечки по этой схеме повторить. Но не знаю, где найти время, чтобы и вязать для канала. Ну, не для канала, там какой-то мастер-класс, да, то есть какие-то игрушки, которые нужны для канала. Вот, и чтобы вязать на заказ, и в магазине там какие-то игрушки продадутся, да. В общем, не думала, что так получится, но, в общем, вязать хочется, но я не знаю,
куда мне разорваться. И туда хочется, и туда. И хочется повязать именно то, что я хочу. То есть у меня же тоже есть свои хотелки, которые я там увижу, схемку мне нравится, и я хотела бы ее связать. Вот. Пока у меня не особо получается все это дело совмещать, но, в общем, буду стараться. В общем, как обычно, я все связала, но ничего не пришила. Вот такой вот олененок. Может быть, кто-то не видел, я оставлю здесь ссылочку. У меня есть мастер-класс на него. Далее, чтобы мне было не так грустно вязать, я решила связать игрушечку, ту, которую, ну, в общем, в хотелках у меня была. Я видела, кто-то из моих подписчиков связал зайчика по вот схеме «Много игрушек» по одной схеме. И я тоже захотела связать. Выбрала даже практически такой же цвет, как у подписчицы. Но у нее немножко, он такой был персиковый, а у меня немножко с розовеньким. В общем, вязала из вот такой вот ниточки красивой. Это 393 цвет. Alize Cotton Gold. Вот такая нитка. Ну, не знаю, вроде бы правильно цвет передается. Он такой не розовый и не телесный, и не персиковый. Ну, в общем, не знаю, какое у него название. Ну, красивенький цвет. Вот, и совместила его с 55-м белым. Ну, может быть, кто смотрел видео готовой работы по моим мастер-классам, тот видел зайчика такого. Ушки, конечно, там были другие. Я придумала свои, но немножко сперла идею с полосочками. Ну да, вот, позаимствовала. Вот, но ушки у меня другие. Я, кстати, когда его уже оформлю все, наверное, вам просто в каком-нибудь видео вставлю схему ушек. Ну, и хвостик, я не знаю, хвостик. В принципе, тут ничего сложного. А ушки, наверное, оставлю. Они тоже простые, но, в общем, смысла нет, чтобы снимать отдельное видео по игрушке. Поэтому так, наверное, добавлю. Но сначала нужно все пришить, оформить. Ну, как бы, чтобы был полноценный такой вид. Вот. В общем, чередую. Вяжу на заказ то, что надо, так сказать, для себя. И вот у меня еще такая корзиночка. Так. Начала новую игрушку, чтобы пополнить коллекцию. Ну, я думаю, все вы догадались по внешнему виду, что это будет пандочка. В группе ВКонтакте тоже моя подписчица Людмила Митрофанова добавила красивую пандочку. И я не смогла пройти мимо. В общем, это схема, в общем, мишки, но цветовая палитра выбрана так, что получается пандочка. Вот такие у меня ушки, как у мишки. Мордочка. Сюда вот будет. Вот. И вот такие вот накладки на глаза я связала. Это такие кружочки. С одной стороны я делала прибавки, а с другой не делала. Вот. Ставила глазик, нашла глазик на длинной ножке, чтобы можно было, в общем, проткнуть через через два полотна. Вот. Не знаю, конечно, как бы я делала, если бы не нашла такой глазик длинный, да, у меня есть коротенькие. Возможно, надо было бы как-то приклеивать. Или, может быть, тогда нужно было вырезать вот эту черную часть из фетра, например. Ну, в общем, тоже начала, но не закончила. Нужно определиться, где мне глазки сделать, где это все пришить. Не хочется просто вязать две игрушки, так как, ну, все вы знаете, что я не люблю белый цвет, он маркий.
Но просто так для коллекции я бы связала. Хотя не знаю, может быть, их и покупать будут. Но что хочу сказать, я вяжу из 62-го Yarnard Jeans, и он жесткий. И вот даже я когда вяжу, может быть, ну так на камеру может быть не видно, но полотно, знаете, вот такое жесткое. Ну, в общем, кто вязал, тот знает, оно жесткое. И на вид оно как будто бы неровное. Столбики какие-то такие, не такие. Вот с Cotton Gold вязала, прям мне очень нравится. Красивые столбики. Хотя тут тоже. Но в жизни он, знаете, какой-то немножко корявенький. Ну, для меня корявенький. Если сравнивать с другими игрушками, то, ну, в общем, мне так кажется. Вот, я еще, конечно, не доделала, но, в общем, планирую завершить. Вот. Мне нужно вязать тигрят, а я вот всякой фигней занимаюсь. Ну, без этого никуда. Я пока не свяжу то, что мне хочется, да, то, что я задумала, я не могу вязать то, что мне надо. Вот. Ну, пока оставляю ненадолго, потому что начну вязать в магазинчик опять котиков. Да, как ни крути, надо связать, чтобы там у меня как бы... Ну, в общем, котики продаются, и чтобы аренда окупалась хотя бы за счет этих котиков. Вот. Как-то так. Ну что, вроде бы все, больше ничего я не вязала. Не особо плодотворная эта неделя получилась. Ну, в общем, буду исправляться. Нужно вязать тигриков, готовиться к Новому году, пополнять полочку тигрятками. Точно помнила, что вчера хотела что-то еще интересненькое рассказать, но почему-то сегодня вот стала записывать видео и не помню, что хотела. Наверное, надо начать записывать. Ну, в общем, на этом все. Спасибо огромное за просмотр и всем пока.